На борту роскошного частного рейса под ярким полуденным солнцем началась сцена, которую никто из пассажиров не ожидал. Среди них находился Алекс Картер, спокойный, уверенный в себе мужчина, одетый в темно-синий костюм. Он занял свое место в первом ряду без лишнего шума, не стараясь привлечь к себе внимание. Но именно его присутствие вызвало раздражение у старшей стюардессы Даны Рид. С первого взгляда она решила, что Алекс попал не в ту часть салона и с пренебрежением начала требовать, чтобы он пересел в хвостовую часть. Несмотря на вежливость, в ее поведении сквозила надменность и предвзятость. Она не удосужилась проверить список пассажиров и действовала исключительно по своим предположениям. Алекс оставался неподвижным. Его лицо не выражало ни страха, ни раздражения. Он не спорил и не оправдывался, что только усиливало напряжение. Некоторые пассажиры начали перешептываться, делая поспешные выводы. Воздух в салоне становился все тяжелее, как перед грозой. В попытке выставить мужчину из зоны премиум-класса Дана начала действовать все агрессивнее. Напряжение достигло пика, когда она умышленно задела Алекса, опрокинув на него поднос с водой. Но даже в этот момент он сохранял самообладание. Когда ситуация зашла слишком далеко, и большинство уже наблюдало происходящее в полной тишине, дверь кабины открылась. Вышел пилот, бледный и напряженный. Он объявил, что на борту находится владелец самолета и компании, которой тот принадлежит. Им оказался Алекс Картер. Шок охватил салон. Пассажиры осознали, что стали свидетелями несправедливости, основанной на предвзятости. Старшая стюардесса потеряла уверенность, ее лицо покраснело от стыда. Весь ее авторитет рассыпался за секунды. Пилот сообщил о внеплановой посадке. Алекс, спокойно наблюдавший за ситуацией, наконец поднялся. Его взгляд был твердым, поведение — сдержанным. Он напомнил всем, что уважение не определяется внешним видом, положением или ожиданиями других. Это базовое право каждого. После посадки на взлетную полосу подъехал черный внедорожник. Помощники вышли встретить Алекса. Перед тем, как покинуть самолет, он поблагодарил младшую стюардессу, которая все же решилась проверить список и попыталась поступить правильно. Та заслужила шанс и получила обещание о повышении. Позже в интервью Алекс говорил, что уважение не должно быть привилегией, а стандартом. Его действия в тот день стали примером. Молчаливое достоинство, уверенность в себе и отказ терпеть несправедливость способны изменить не только ситуацию, но и саму систему. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.